Владимир Владимирович, благодарю вас за то, что вы с своими коллегами, практически все руководство Российской Федерации, приехали сегодня, и мы провели очень плодотворное заседание Высшего Государственного Совета. Но, если вы позволите, в связи с установившимися между нами такими добрыми, как ваш пресс-секретарь правильно сказал, когда-то братскими отношениями, поднять еще один вопрос. Я как-то там его не поднимал на заседании, но откровенно скажу, что я и не скрываю это, поскольку об этом уже было сказано мною в Астане. Вопрос очень серьезный, и пусть это лучше будет открыто, чем потом будут разные конспирологические подходы к этой проблеме. Уважаемый Владимир Владимирович, нас очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно на наших границах, особенно со стороны Польши и Литвы, соседних государств. Мы оцениваем это как опасность еще большую, чем со стороны воюющей Украины. Уже в 15 километрах, а это рукой подать до границы, размещаются войска, и не только поляков, литовцев у границы, но туда стягиваются вооруженные силы НАТО с других государств, в том числе и из Германии. То есть ситуация очень напряженная. Польша тратит огромные ресурсы на вооружение своей армии, но если они хотят в мире с нами жить, как они заявляют, зачем-то тратить миллиарды долларов на вооружение. Словом, нас это очень настораживает. И это уже угроза нашей совместной группировки вооруженных сил, о которой вы говорили сегодня в своем выступлении. Я в Астане, так не согласовывая, естественно, с вами, перевел это в шутку. Ну, какая тут может быть шутка, когда речь шла о новом оружии. Недавно Россия успешно провела пуск «Орешника». Это возымело определенное воздействие на наших партнеров, бывших ныне соперников. И не сочтите это за какую-то наглость. Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения, и прежде всего «Орешника», были размещены на территории Беларуси. Это серьезно успокоило бы некоторые умы, которые уже готовы воевать против Беларуси, а равно против России на территории Беларуси, согласно той концепции национальной безопасности, которую вы недавно подписали, и мы сегодня приняли по союзному государству. У нас есть, и я это не шутя сказал, определенные места, где мы можем разместить это оружие, с одним только условием, что цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси. Ну а пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано, чтобы специалисты Российской Федерации обслуживали и осуществляли пуски по определенным целям боевыми зарядами «Орешника». Вы это умеете делать, вы продемонстрировали недавно. Это бы значительно усилило бы оборону нашего Союза и, прежде всего, белорусской территории. Очень бы просил вас, чтобы вы подумали и согласились с моей просьбой. Ну, нас упрекают ядерное оружие разместили и так далее. Это не ядерное оружие, но очень эффективное, как вы сказали, что сопоставимо при определенных условиях с нанесением ущерба, как ядерное оружие, но без всякой заразы и без всяких ударов, которые бы привели к заражению территории и объектов, по которым наносится этот удар. Еще раз прошу вас рассмотреть, это был бы хорошая поддержка не только моей просьбы, но и белорусского народа. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, я в первую очередь хотел бы поблагодарить Александра Григорьевича за приглашение посетить Минск и
за традиционно теплый прием всей нашей делегации. Я уже говорил в ходе нашей сегодняшней работы, очень большая работа была проделана экспертами, членами правительств с обеих сторон для подготовки сегодняшнего мероприятия. Оно было весьма успешным и результативным. Да, есть вопросы, над которыми мы еще должны работать в сфере экономики, но тем не менее вот все наши предыдущие встречи были направлены на то, чтобы согласовать и какие-то спорные вопросы, которые всегда имеются, имея в виду огромный объем нашего взаимодействия. И на сегодняшний день, вот Александр Григорьевич это знает, коллеги это знают с обеих сторон, практически все вопросы, которые вызывали какие-то споры, может быть, и необходимость согласования, они все как раз согласованы. Разумеется, есть еще над чем работать, и мы будем это делать. Уверен, мы достигнем хороших результатов, потому что с обеих сторон есть готовность и желание дальше продолжать нашу совместную конструктивную работу, а значит, и решения будут найдены. Хотя, повторяю, вот на сегодняшний день, Александр Григорьевич, я думаю, вы согласитесь, таких вопросов, которые вызывали бы с одной или с другой стороны какую-то неудовлетворенность в развитии наших отношений, их на сегодняшний день сегодня просто не существует. Есть, повторяю, темы, над которыми нужно работать, и мы будем это делать. Сейчас только что мы подписали два очень важных договора о едином рынке электроэнергии и договор о гарантиях безопасности. Конечно, и этот договор имеет фундаментальное значение, один в сфере экономики, другой в сфере безопасности, так как он, этот договор о гарантиях безопасности, определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны России и Белоруссии, причем, как уже мы говорили, с применением всех имеющихся сил и средств. Именно поэтому мы пошли на то, чтобы удовлетворить запросы Республики Беларусь и президента Беларуси в размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия, российского тактического ядерного оружия. Но, конечно, такие новейшие системы, как «Орешник», они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения они сопоставимы с применением ядерного оружия, но оружием массового уничтожения не являются по двум причинам. Во-первых, это, в отличие от оружия массового уничтожения, это высокоточное оружие, оно бьет не по площадям и добивается результата не за счет своей мощи, а за счет точности, первое. А второе, в случае группового применения одного, двух, трех комплексов, по силе удара оно является таким же, как ядерное, но не заражает местность, не имеет никаких радиационных последствий, поскольку нет никакого ядерного компонента в боевой части этих ракет. Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник», на территории Беларуси. Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным. Первое. Второе. Это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года. По мере наращивания выпуска таких комплексов, серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения. Ну и, конечно, здесь есть ряд технических вопросов, которые должны быть решены специалистами, а именно определение минимальной дальности с учетом приоритетов обеспечения безопасности Республики Беларусь. Здесь специалисты должны поработать, но думаю, что такие возможности есть, с учетом того, что на это потребуются и минимальные затраты, имея в виду, что в Беларуси остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза. Поэтому размещение таких комплексов в Беларуси будет связано с минимальными затратами на подготовку инфраструктуры. И, разумеется, несмотря на то, что они будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее определение
объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет находиться или будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь. Это очевидная вещь. Так что мы это все обсудим в рабочем режиме. Могу только сразу сказать, специалисты это хорошо понимают, чем меньше дальность, тем больше мощность боевой части. Ну, мы о технических деталях еще поговорим. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Меня очень устраивает ответ. Вторая половина будущего года. Да, вторая половина. Спасибо. Да, так и будет. К этому времени, ну, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск. Эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России и параллельно начнем их размещение на территории Беларуси. Я это воспользовался нашей дружбой в том плане, что если хотите от Путина что-то получить, добейте, чтобы он публично что-то пообещал. Поэтому спасибо.